Как выбрать лучший бриллиант? Задумайтесь на секунду, как бы вы сами себе сказали. Все хотят большой, чистый и блестящий бриллиант, правда? Но не у всех есть достаточно денег на это. Как выбрать лучший бриллиант, исходя из ваших возможностей? Говоря про характеристики бриллианта, чаще всего говорят про 4 С. Carat, Clarity, Color, Cut. Я утверждаю, что самое главное С – это не одно из этих 4, а сертификат. Почему? Потому что если сертификат ненадежный или его вообще нет, то вся информация о цвете, чистоте, качестве огранки и даже весе камня может оказаться ложной. И камень окажется не натуральным, не измененным бриллиантом, как вы предполагаете, а он может быть синтетическим, может быть имитацией, может быть подделкой. Я рассказывал, чем они отличаются. Выбирая, рассматривайте только камни, имеющие один из 3 международно признанных надежных сертификатов. HRD, ЖИА и ИЖИ. В крайнем случае, если нет другого выбора, в России берите сертификат гемологической лаборатории МГУ. Так вы получите самое главное, самое дорогое – натуральность бриллианта. И только после этого начинаем выбирать характеристики камня. При этом можно ориентироваться не на рассказы, поговорки, истории, которые вы видели в интернете или когда-то читали в каком-то журнале, а на свои глаза и на здравый смысл. Что видно издалека? С расстояния в 1,5-2 метра, если камень чистый, то есть вы просто его моете периодически, и к нему не прилипает жир, то виден блеск камня. Блеск камня определяется 3 его характеристиками. Это пропорции камня, особенно для круглого, это симметрия и полировка. Вместе они объединены в характеристику CAT. Вот. Указано CAT. Proportions, Polish, Symmetry. В ЖИА, к сожалению, это, с моей точки зрения, не так удачно показано, но тоже показано. Значит, вторая после наличия хорошего сертификата характеристика – это CAT, качество огранки. Как их выбирать, будем говорить потом. С расстояния примерно полуметра при хорошем освещении виден цвет камня. Значит, 3-я характеристика – это цвет кала. Идем дальше. Ориентируемся на ваши глаза. Мы уже уверены, что камень натуральный. Теперь то, что вы видите. С расстояния 30-40 сантиметров виден размер камня. Значит, следующее – это карат, вес. То, что многие ошибочно ставят на первое место. Потому что ведь спрашивают, сколько стоит у вас каратник. Мы разберем. С расстояния в 10-15 сантиметров видна чистота камня. За исключением тех камней, у которых половину поверхности занимает черное пятно или трещина. Это камни, которые не должны были попасть на прилавок. Это промышленные камни. Просто их в Индии отделили, и самые лучшие из того, что не должно было бы попадать на прилавок, и сделали бриллианты для бедных. Не покупайте такие камни, с моей точки зрения, ни за какие деньги. Ни вы, ни ваши любимые не будете счастливы. Лучше потратьте эти деньги как-то иначе. Видите, как изменились приоритеты. В самом начале мы упомянули большой, чистый и блестящий камень. Помните? А получается все не так. Вначале мы говорим бриллиант, натуральный бриллиант,
потом мы говорим качество огранки, потом говорим цвет, и лишь в самом конце чистота. Это противоречит устоявшейся практике русскоязычных покупателей, которым внушили, что самое главное – это чистота камня. Чистоту камня вы видите только с такого расстояния. Однако, если вы хотите, на бирже есть любые камни, хотите самый чистый, я найду вам для вас самый чистый камень. FL устроит, чище просто не бывает. Давайте подытожим то, что я сказал, хотя это ломает ваше представление о том, как выбирать бриллианты. Однако ваши представления, они ведь рождены из историй, которые вы увидели в Инстаграме, и рассказов, возможных рассказов ваших друзей, которые, извините, возможно, первый раз покупали бриллианты. Их роль в покупке бриллиантов была пассивной. Им сказали цену, они заплатили. То есть они не профессионалы не только в качестве бриллианта, но и даже в покупке бриллиантов. А я предлагаю мое мнение. Да, оно отличается, но мои компетенции, они не только подтверждаются на экране моим дипломом, они основаны на многолетнем опыте общения с бриллиантами, опыте оценки бриллиантов. В следующем видео курса мы обсудим, какие соотношения характеристик выигрышны, а которые просто затратны.